Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. А когда здесь цена соответствует качеству? Здесь все дорого. Здесь все дорого, это правда. Здесь все дорого. Одна из моих дочерей была рождена в Америке, у нее есть американский паспорт. А другая была рождена в Севастополе, и третья была рождена здесь, в Белизе. А как здесь вообще криптовалюта развита? Вообще нет. Не используется? Нет обменников? Ничего. Ноль. Переехав в Америку, у меня была грин-карта, потом я переехала сюда, и я благополучно вернула грин-карту. И все. А, ты сдала грин-карту? Конечно. Здесь нужны люди, которые знают, как и что делать. Сальвадор, Коста-Рика, Никарагуа, Панама там была? Я там не была. Дальше осталось только вот, давайте через Белиз до Гватемалы. Правильно она идет, по-моему, Гватемала? Ну, хотят, да. Да. Я думаю, что будет. Если даже не сейчас и так быстро, то ее в любом случае достроят. Именно поэтому ты спросил, почему хорошо Белиз. Потому что если ты можешь приехать и что-то построить, ты можешь заработать в 3 раза больше, чем в Коста-Рике. Часто из этой школы люди едут поступать в Барбадос или в Тринидад, если они хотят, например, быть lawyer. И ребенок сразу получает гражданство Белиза? Да. А ты можешь натурализоваться по ребенку? Нет. Среднестатистическая цена такого человека будет примерно 25 американских долларов в день. Твои минусы Белиза? Культурные. Всем привет, это Белиз, и мы встретились с Таней. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Тань, почему Белиз? Так сложилось, так карты легли. И ты играешь в карты? Нет, просто мы до этого жили в Америке, в холодном штате, и просто захотелось попробовать другую погоду. А сколько лет ты в Америке жила? 7. 7 лет. Что за штат? Айдахо. Айдахо. Мы потом переехали во Флориду на пару лет, и, ну, не знаю, нам захотелось чего-то другого. Мой муж из Аргентины, и он давно думал, мечтал и хотел переехать куда-то в теплую страну. А во Флориде же тепло, или нет? Да, но не Америка. И он, кстати говоря, сделал тур в свое время со своей семьей, с родителями, с братьями, с их девушками, женами на тот период. Мы говорим лет 20 назад. В Коста-Рику, в Панаму, в общем, в разные, Мексика. И на тот период Белиз был, с его слов, опять-таки, очень неразвитый, и инвестировать сюда оказалось выгодно. Потому что он думал, что Белиз разрастется к тому времени, когда он будет готов переехать. Но он растет очень медленно. Окей. И с опытом Штатов? Да. После Штатов, как вообще Белиз? Мне кажется, что это очень сильно зависит от того, какой ты человек. Потому что, например, моя сестра вместе с мужем приехали погостить. Кстати, мы были в этом же отеле одну ночь, и это просто был фиаско. Они сказали, мы вообще сюда... Ну, виды очень здесь красивые, конечно, природа, да, но вот какие-то моменты просто вот людям могут не нравиться. Например, инфраструктура. Белиз не развит. Помимо красивых отелей нет. Большая деревня. Большая деревня, да. И, кстати говоря, мое личное мнение, Пласенсия, то место, где мы сейчас это снимаем, это самая красивая area в целом Белиза. Сан-Педро нет? Ну, мое мнение, нет. Окей. Хорошо. А по поводу Белиза, в каком году сюда переехали? Сразу перед ковидом, то есть январь 2020 года. И как вообще здесь ковид проходил?
Плохо. Всех закрыли? Всех закрыли, были локдауны, были curfew hours, это по-нашему, забыла, как это по-нашему, но это когда нельзя быть на улице строго, там, например, 6 вечера. И нельзя было. Даже на пляж не выходили? Никуда нельзя было. Нельзя было вообще никуда. Единственное, что можно было вот в магазин. И если ты идешь заниматься, но даже просто постоять, вот в парке, если ты придешь и будешь стоять разговаривать, то так нельзя. То есть ты реально должен стоять и закинуть ногу на какой-нибудь там, я не знаю, что-то показывает, что ты там или растягиваешься, или там куда-то зарядку делаешь. То есть было очень строго, очень. И людям давали штрафы 250 американских долларов, если тебя видят на улице с опущенной маской или с неодетой маской. То есть было очень строго. Здесь, в Белизе, ты легализовалась, то есть имеешь ПМЖ? Да, конечно. А по инвестициям, либо какой? У меня не по инвестициям, я просто... Потому что я, когда сюда переехала, я изучила вопрос, каким образом сюда можно быстро легализоваться. И самый простой раут оказался, если ты можешь открыть какую-то компанию, в которой ты будешь работать. Я фотограф, и я открыла компанию. Я также делаю еще макияж, я наращиваю ресницы. И вот у меня как-то так пошло. Притом я никогда не собиралась как-то стать очень busy. Просто так случилось, я не знаю. Может быть, потому что я... человек иногородний из другой какой-то страны, может быть, это помогает каким-то образом. То есть с какой стороны? Ну, я имею в виду, что для белисцы, да, со стороны белиссов, например. Потому что фотография, это же я не только делаю свадьбы, я еще делаю и местные фотографии, например, дни рождения. Я даже делаю newborn, то есть новорожденных фотографию. И в целом, и в общем, моя занятость очень большая. Так. Доула еще не работала? Нет, не работала, нет. Но, ну да. Хорошо. А родом ты откуда сама? Я из Севастополя. Из Севастополя. Да, из Севастополя ты когда уехала? В каком году? Ну, получается, вот как раз-таки в 2014 году. 14. Да, то есть у меня нету русского паспорта. А в Америку ты сразу переехала, ты там легализовалась или как? Да, конечно, да. У меня муж, у него американский паспорт, соответственно, переехав в Америку, у меня была грин-карта, потом я переехала сюда, и я благополучно вернула грин-карту. И все. А, ты сдала грин-карту? Конечно. То есть ты не имеешь... Нет, просто дело в том, что если ты хочешь держать грин-карту, какое-то время у тебя это получится. Ты сможешь как бы ездить и как бы на границе им, да-да, нет, я все еще живу в Америке, я просто вот, но понимая вообще финальный итог, все равно это будет, ну как бы, ее все равно рано или поздно изымут, тогда зачем заниматься этим всем? Одна из моих дочерей была рождена в Америке, у нее есть американский паспорт. А другая была рождена в Севастополе, и третья была рождена здесь, в Белизе. Ты чувствуешь зов перемен? Где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. То есть в Белизе ты родила? Да. Окей, родила. Расскажи про опыт родов. Классный опыт. Я могу сравнить с Америкой. Госпиталь новый, красивый. У меня схватки были в большой ванной, в воде. Внимание медсестер. Ну, то есть у меня, например, не было кесарево сечения, у меня были натуральные роды, и я не делала анестезию, то есть я вообще полностью за максимум натуральности во всем. И мой опыт был великолепный. И комната, когда я родила уже, то, куда тебя переселяют после родов, тоже все было новое, душ, душевая кабинка, все. Стоимость, если интересно, где-то получилось у меня 1350 американских долларов. А в Америке это сколько вышло? А в Америке это было где-то 4000 или 5000 американских долларов. Где-то так. И ребенок сразу получает гражданство Белиза? Да. А ты можешь натурализоваться по ребенку? Нет.
Нет. И по медицине, скажи, пожалуйста, раз с медициной ты сталкивалась, как Да. вообще здесь медицина развита? Если взять государственный госпиталь, то он основной и большой, он находится в Тбилиси, и он, такой. Но он всех принимает, туристов, Да, конечно, иностранцев? всех. И очень часто, когда происходят какие-то большие ЧП? ЧП, да. Например, вот была такая история, когда девочка занималась дайвингом, и, согласно официальной истории, кто там знает, как оно было на самом деле, но она прыгнула несанкционированно, то есть это не было разрешено, например, ее инструктором, но она прыгнула в воду, и ей ногу очень сильно там акула, что-то там вот такое, и прилетел вертолет, и ее забрал с ближайшего острова, где по-русски не знаю как, Coast Guard, в общем, кто поймет, то поймет, извиняюсь. В общем, ее забрали туда вертолетом, привезли ее сюда в большой госпиталь, вот этот вот государственный, и потом я видела на Фейсбуке где-то посты, где ее там семья или она сама, я не помню кто, в общем, от семьи было благодарны, что как бы все реагировали хорошо и быстро и так далее. Но знаю, что люди, которые могут себе позволить, они предпочтут пойти в частный госпиталь. Ну и бесплатно услугу оказали? Ей не знаю. Как бы государственный, по идее, недорого. Окей. Скорее всего, не бесплатно. Иностранец, если придет в городской госпиталь, ему окажут медицинскую помощь бесплатно? Спасти там от какой-то проблемы, наверное, бесплатно, но если там нужно сделать томографию, например, или МРТ, там вот какие-то вот такие вот моменты. Это в России будет платно. Да? Не знаю, давно меня там не было. Либо там по записи, знаешь, которая через полгода. Да, то есть какие-то услуги, там что-то будет платно, что-то будет бесплатно, но есть еще частные госпитали, и они очень хорошие. Я, например, хожу в частный госпиталь. Это американцы держат частные госпитали? Не знаю. Нет, я не думаю. По поводу... Есть, кстати говоря, русский доктор. Ее зовут Марина. Она принимает в одном из госпиталей. Она как общий доктор, общей медицины. Вот, и мы все ходим к ней, если нам надо. Я вообще не хожу по докторам, поэтому у меня ребенок, когда родился, я вот уже 14 месяцев, еще ни разу у доктора не была. Белизия, как ты считаешь, с точки зрения преступности, как она развита, не развита? Да, преступность, как и везде, если что-то неровно лежит, заберут. У меня в Тбилиси небольшой отель, я сдаю квартиры внизу, и из-за того, что люди постоянно заходят, выходят, мы вначале сделали какой-то, как это называется, код, чтобы можно было заходить, но там люди что-то тупили, что-то там, я не знаю, забывали, как-то там его или не закрывали, или закрывали так, что другие не могли открыть. В общем, мы в итоге убрали этот лог, и теперь все могут заходить и выходить. И вот так это было у нас уже 4 или 5 лет, и пропал только шланг, которым поливать, просто потому что, когда заходишь, вот здесь вода, и вот здесь вот он был приделан. Но это было еще до того, как мы поставили камеры. Как только поставили камеры, все. А на улице вообще могут ограбить, с пистолетом подойти? Могут, но зависит от района. И какие районы небезопасные? Небезопасные старые части Тбилиси, то есть как бы где он изначально начал развиваться, и вот эти маленькие улицы, бедненькие дома. А в residential, то есть как это сказать? Комплексы. То есть там, где живут, то есть там, где уже город стал разрастаться, люди стали строить частные дома, там нормально, безопасно. У меня гостя уже вот сколько, 4 или 5 лет, никогда ничего, никогда. И люди пешком ходят. Ты говоришь, что ты открыла компанию. Да. Какие здесь вообще налоги? Низкие. Низкие? Да. Это сколько процентов? 6%. С общей выручки все? Да. Но у тебя нету... То есть, например, сравнить с Америкой, там, например, 30-35% примерно, но
там ты можешь списывать расходы, правильно? Ну, расходы минус доходы. Да. Здесь так не работает. Здесь не важно, сколько ты вложил, сколько у тебя там растраты. Здесь просто 6%. Вот пришло, вот столько тебе на твой счет, столько ты заработал, gross, да, ты из них платишь 6%. Ну, если даже крупная компания, то же самая То система. Да. То же самое. И тяжело вообще открыть компанию? Нет. Я все делаю сама. Я не нанимала никаких лоеров, чтобы сделать себе резиденцию, чтобы сделать детям резиденцию, чтобы открыть компанию, чтобы открыть бизнесы, чтобы прийти в налоговую компанию и делать с ними через company registry здесь есть. То есть, получается, ты будешь... и даже у меня есть City Council license, то есть тебе, если ты находишься в городах, тебе нужно еще иметь лицензию от государства, соответственно, от города, в котором ты оперируешь. Я везде все сама открыла. Нет, не сложно. Но если ты на английском хорошо разговариваешь. А здесь в основном говорят на английском Все или на на английском испанском? говорят, да. На английском. Испанский не приветствуется здесь. Приветствуются между людьми, но в государственных организациях нет. Вы за границей. Все незнакомо, все чужое. И вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. Твои минусы, Белиза? Культурные. Самое основное для меня, что я не могу принять, и мне кажется, это вот прямо для меня, как по-английски говорят, deal breaker. Это как просто... это то, что люди бросают мусор просто везде. То есть, и этому нет конца и края. Ну, то есть, вот, например, где я живу, в Белиз-Сити, у меня красивый дом, мы стараемся сделать там какой-то Уют. И ну, то есть, ты же понимаешь, иностранцы в основном останавливаются. Хочется, чтобы всегда было красиво. И приходится или мне самой, или просить тех, кто ко мне помогают приходить работать, переходить улицу и с другой стороны улицы убирать за людьми, которые ежедневно просто бросают мусор. Прямо так. Поел чипсы и пошел. Бутылки, все. Вообще ужас. Еще какие минусы? Еще минусы... Ну, наверное, сама погода тут это такой как бы миф о том, что переешь и будет тепло, как бы все хорошо, но со временем от жары начинаешь уставать. Это вот тоже как бы надо учитывать. И сырость, наверное, такая сильная. Плесень периодически приходится... Вот даже вот мы снимаем, вот если посмотреть за кустиками, вот она черная, видишь, зеленая, красная, это все плесень. Это как бы тут даже в резортах постоянно надо бороться. То есть наш дом мы перекрасили уже 3 раза. Я здесь 4,5 года. Мы его целиком снаружи перекрасили 3 раза. И просто water pressure, вот когда пытаешься убрать, что-то уходит, а что-то нет. Вот. Преступность назовешь минусом? Преступность, наверное, на основании истории других людей назову. На своем личном опыте нет. У меня... ну вот, кстати, сейчас в голову пришла история, да. Я когда-то оставила машину незакрытой. То есть я не загоняю свою машину на нашу территорию, я прямо оставляю на улице. Я оставила когда-то открытой, и... то есть время проходит, и я очень занята. У меня 3 детей, и вот это школы, там, туды-сюды, да, и работа, очень много занятость. И потом я так, ой, а где же моя сумка с памперсами для ребенка? Там крем у меня Бепантен из России сюда привезла. Тут у ребенка наконец-то появился там на попке этот rush, надо его замазать. Начала искать, я не могу найти. И потом вспомнила, я ее оставила у себя на переднем сиденье, а
сумка у меня такая красивая, она из кожи. То есть кто-то думал сейчас, ага, там и кошелек, наверное, и еще что-то. Там были только памперсы и бепантен. Ну вот, Ну, это ты из машины рассказываешь, вытащили. знаешь, такие обычные истории. Вот мне в Гватемале рассказывали, зашла в аптеку, а там с пистолетом мне приставили. О, Господи, серьезно? Это в центре 10-го района, и я в шоке, не знаю, что делать. А я просто оказалась свидетелем, так как он грабил аптеку, а я просто зашла за лекарствами случайно. Серьезно? Нет, у меня нет, такого не было. Ты знаешь, мне кажется, в Бели-Сити это скорее... Или если за тобой будут как бы следить, вот знают, например, ага, в этой семье у них там, например, бизнес, где у них постоянно какой-то кэш, и они приносят это домой, то есть за тобой будут следить. У меня... Я кэш с собой, ну, какой-то ношу, ну, маленький. А в это основном как бы... памперсы. Ну, в основном памперс, это правда, да. Поэтому, ну, такого не было. Хотя вот я знаю девочку одну русскую, кстати говоря, нашу, ее так ограбили. Подошли с пистолетом, они в машину садились и подошли с пистолетом, ну, типа, давай сюда сумку. Она сначала держала, но в итоге отдали, чтобы... Ничего не было. Было такое, да. Но, опять-таки, это такой случай, который наверняка за ними следили и знали, потому что знают где, и знают, что много там наверняка какой-то кэш-оборот. Такое может произойти. Ну, у меня нет. Много русскоговорящих здесь в Белизе? Нет. Я бы так не сказала. Хотя, знаешь, каждые там 2-3 месяца откуда-то, о, это знаешь там такую-то девочку, или там, ты знаешь, там есть кто-то такой, ну, где-то кого-то слышу, ну, так сказать, что много нет, я бы не сказала. Например, в Бели-Сити, вот наш костяк, кто собирается, нас человек 6. Часто собираетесь? Любим, да, иногда. Ну, вот, например, 8 марта мы обязательно встретимся. Девчонки, на самом деле, встречались только вчера, потому что у нас у 2 девочек день рождения, и они часто в феврале делают, ну, как бы вместе приглашают. Потом до этого 2 недели назад собирались у одной из наших девочек дома, пели караоке и лепили суши. Да. Твои плюсы Белиза? Плюсы Белиза... Если у тебя есть какой-то скилл, как это сказать, я забыла слово. Ну да, скилл. Скилл, да, можно, все, окей. Если у тебя есть какой-то скилл, который ты можешь принести в страну, у тебя здесь не будет много конкуренции. Конкуренции не будет. Я думаю, что... У тебя нет конкурентов? У меня нет. У меня есть конкуренты, но... Белиз, ты не говорил еще, да, сколько здесь людей живет в стране? Окей, то есть в целом у нас здесь 450 тысяч населения, и, соответственно, на вот это количество людей здесь может быть 5-6 фотографов, таких, которые хорошие. Иностранцы? Нет, они местные. Все местные, да. Нет, ну местные тоже очень хорошо. Они нет местные, ну хорошие. То есть я считаю их конкурентами. Я не могу сказать, что там, например, у меня работа лучше или я более популярна. Нет. Но просто работы так много и достаточно, что можно. Я делала макияж, например, тут 3-4 тоже девочки, которые... На всю страну. То есть это мы говорим про все локации и все резорты, и все свадьбы, и все ивенты, которые здесь проходят. То есть, в принципе, работы хватает. То есть, да, вот если ты можешь приехать и себя каким-то образом приложить, то, мне кажется, здесь нужны люди, которые знают, как и что делать. А особенно, вот мой муж, он строительством занимается. Если ты мальчик, и если ты знаешь, как делать что угодно. Вот начнем с положить плитку, закончить покрасить дом там и так далее. Работа будет всегда. Оставляй мои контакты, мой муж всегда будет рад нанять тех, кто знают, что чтобы построить дом. Да. Есть еще какие-то плюсы? Да, плюсы... Чем привлекательна страна, что сюда можно переехать? Да, если имеются какие-то финансы, например, да, или ты можешь вложить и построить какой-то небольшой Airbnb, и он пойдет. Он пойдет, потому что Белиз вот как раз-таки сейчас
так развивается стремительно. Не знаю, правда или нет, проверенная информация или нет. Мой муж сказал, что occupancy, то есть как бы количество туристов, которые сюда приезжают, 120%. То есть даже не хватает для каждого типа туриста не хватает Отели? отелей. То есть, условно говоря, если ты, например, на бюджете, например, ты бэкпекер и ездишь там с рюкзачком просто из страны в страны, недостаточно хостелов. Если ты, например, просто Airbnb, и тебе нужно какой-то такой вот нормальной, адекватной цены, недостаточно вот в твоей категории. Если ты там, например, вообще luxury турист, недостаточно в твоей категории. Естественно, есть такие моменты, которые там, например, не соответствуют цена-качеству, и вот они висят там на booking.com, пожалуйста, приходи, бронируй. Мы говорим про то, когда цена соответствует качеству, и ты платишь за то, что ты хочешь получить. Вот таких вот отелей или accommodations, их не хватает. А когда здесь цена соответствует качеству, здесь все дорого. Здесь все дорого, это правда. Здесь все дорого. Ну вот для сравнения, например, вот этот отель, где я остановилась, получается $182 американских в сутки, и это местная цена. То есть я им говорю, что я здесь живу, я им даю свой местный social security, и мне дают цену как для местного То есть человека. иностранцу было бы дороже. Конечно. Не знаю, сколько, не спрашивала, но как бы да, дороже. Ну, за такой цену в той же Коста-Рике может 2-3 суток Представляешь? зачилить. Именно поэтому ты спросил, почему хорошо Белиз, потому что если ты можешь приехать и что-то построить, ты можешь заработать в 3 раза больше, чем в Коста-Рике. Но Белиз такое направление, что не каждый сюда едет. Здесь сюда едут только американцы. Это правда. И канадцы. Американцы, Европа, канадцы. это Ну, Европа Россия тоже, сюда кстати мало. говоря, неплохо. Единственное, почему Европа не может сюда приехать в больших количествах, так это потому, что нет прямых рейсов пока. Пока. А почему их нет? А их нет, потому что нету в Белиз-Сити больших отелей, которые могли бы принять большое количество туристов в случае поломки самолета. То есть это как бы, я говорю со слов... Правительство. Ну да, по сути говоря, делаю реснички одной девочки, которая работает та-та-та-та. И, в общем, на вот этих больших конференциях авиалинии говорят, что в Белизу нужно немножко доразвиться, чтобы вот это произошло. Но, опять-таки, где-то я слышала, что вроде как большой отель идет, Marriott, и будет строиться в Белиз-Сити. И, соответственно, это будет большой сдвиг для того, чтобы какие-то прямые рейсы зажались в Европу. В интернете особенно информация. Белиз Да. это офшорная страна. Было так когда-то давным-давно. Как сейчас? Это уже... Да нет, это уже Америка нагнула Белиз. Нагнула полным образом, что сейчас у тебя не получается там... Ну, офшор это что? Это где-то там что-то как-то это... Ничего сейчас так уже не получится. А как здесь вообще криптовалюта развита? Вообще нет. Не используется? Нет обменников? Ничего. Ноль. Где я сейчас, с кем встречаюсь, что замышляю, ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы, здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И может быть именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. В заключение, твои рекомендации. Ты вообще рекомендуешь в Белизе жить, переезжать или просто стоит отдохнуть и уехать? Каждому свое. Например, в моем случае муж меня все время тянет: давай попробуем Аргентину. Ну, правда, давай попробуем. Ну, там другая культура. Вот ты жалуешься там про это, про то. Давай, ну, сколько можно. И у него еще и проблема в том, что все часто ржавеет, потому что здесь такой климат, как бы дожди идут часто, повышенная humidity, и тут же еще и морской воздух, соль. И все, он говорит: я не успеваю это все, давай что-то другое пробовать. И я говорю: ну хорошо, ну а куда? Вот ты хочешь, куда? Аргентина, окей, мы можем туда переехать, но там опять-таки климат такой, что там суровый, там холодно. Как бы ни казалось, Аргентина, жаркая страна, но по факту все зависит, она же очень длинная страна, то, куда он хочет переехать, это Патагония, это вниз, и там будет вот холодно. Поэтому наше заключение и пока такой план, что мы будем жить здесь, когда здесь тепло, там холодно,
и уезжать туда на 3-4 месяца, когда там тепло, и вот как-то вот так колесить. И почему Белиз, а не какая-то другая теплая страна? Потому что... А куда? То, что меня бесит в центральных странах, в центральноамериканских странах, это вот грязь там какая-то, да, и что они, и инфраструктура. Ну, так везде на самом деле. Честно говоря, если ты отсюда выйдешь сейчас и поедешь в Мексику, в сторону Тулума того же, или там... Канкуна? Ну, Канкун, конечно, это более большой город. Мы не можем сравнить Канкун и Белиз. Совершенно нет. Но вот даже Тулум, который недавно вот начал развиваться, там есть классные здания, но и также по дороге ты едешь, и все тоже сделано как бы, ну, так бедненько и простые. Вот как в Белизе, вот ты едешь, ты, наверное, ко мне сейчас ехал, ты видел тут такие избушки. Не, ну на курьих ты ножках. сравнишь просто ближайшую страну Мексику, Да. а вот другие там, Сальвадор, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, там была? Я там не была. Чтобы просто посмотреть, даже изучить, как вообще там. Я не готова. И мне, вот честно, мне не интересно. Мне все здесь устраивает, я себя уже супер established. И опять-таки же говорю, это зависит от человека. То есть если кому-то хочется, например, кому-то очень важно куда-то выйти. То есть, например, у нас один кинотеатр здесь с 2 залами, и он находится вот в отеле, и там показывают фильмы только по выходным. Просто потому что, ну, нет людей туда ходить каждый день, какие-то сеансы, просто этого нет. И меня это устраивает. А Меня людям устраивает. что порекомендуешь? А людям порекомендую, как я сказала, если хочешь переехать, например, куда-то, в какую-то страну типа Центральной Америки, и у тебя есть капитал, и ты хочешь, например, развить какой-то там такой пассивный инком, и сделать небольшие какие-то домики такие, или даже campground, даже кемп, то есть палаточный какой-то вот такой городок с какими-то классными, офигенный маркетинг какой-нибудь сделаешь там на Инстаграме и начнешь что-то толкать, тебе это пойдет. Просто потому что здесь еще it's not, как это... Ну, ты объяснила по цене, да. Да, да. Только дома надо подкрашивать, а то плесень. И все, да. Нет, ну да, то есть апкип с содержанием, ну ничего страшного. Зато очень хорошо получается в плане той суммы, которую ты себе держишь. Все легально, платишь везде всем как надо и остаешься при бабле. Ты Вот здесь так. счастлива? Да. Круто. Я счастлива. Только вот мне надо каким-то... Вот, кстати говоря, моя дочка старшая, она учится в high school здесь, и она представляет свой школьный комитет, как бы, как это назвать, да, и сейчас я ее буду толкать в City Council, чтобы она пошла в Билли City Council туда, и буду через нее пробовать каким-то образом направлять вот, возможно, вот эту программу по улучшению проблемы Белиза с мусором. Через нее. По-другому, а как? По-другому не получается. Они сами не справляются. То есть проблема даже в том, что, если ее описать, то мусор складывают, например, приходят люди, они собирают этот мусор, они складывают этот в пакет. Этот пакет вот так оставляется просто на дороге. И у нас 1 000 000 собак. Никому не нужных, и никто их не кормит и не следит. И вот они в стае приходят, разрывают этот пакет. И вот в тот день, когда едет машина, а она не едет в тот же самый день, когда эти пакеты собирают. Ты понимаешь? То есть вот даже до такого. Приезжает, и все это опять по всему полю, ветер разнес, и все. Ну, проблема с мусором не только у вас. Это во я всей знаю. Центральной Америке. Exactly. И я это говорю мужу. Какая разница, куда ехать? А для меня это проблема. В остальном мне все нравится. И школы нравятся, вот, кстати. со школой Да. вопрос. Насколько там образование, какая вообще программа и стоимость? Центральноамериканская. То есть как бы учат здесь на английском языке. Есть варианты частных школ, варианты public school. Когда моя старшая дочка, мы переехали, она еще была в начальной школе, переезжая сюда, то она пошла в частную школу по стоимости примерно $150 американских в месяц.
И там только иностранные дети или местные тоже есть? Местные. Местные, просто благополучные семьи, кто зарабатывает и может себе позволить. Хорошая школа, 20 человек где-то в классе было. Все прекрасно. Потом перешла в хай-скул, и я ее отправила в это между частной и между государственной. То есть она как бы такая посередине. Она не совсем просто публичная такая, как бы обычная, и она не чисто частная. Посередине. Очень хорошая школа, мне тоже очень нравится. Одни девочки ходят, кстати. Только девочки. А среднюю свою дочку я отправила вообще просто в public school. Насколько диплом этой школы котируется Да. там с последующим поступлением там, в ту же Америку? Котируется единственное, что... То есть очень многие спокойно подаются и поступают. Единственное, что образование именно этой школы, оно скорее больше ориентировано... Со слов, опять-таки, других людей я не знаю, но со слов других людей оно более ориентировано на как раз-таки вот Центральную Америку. То есть часто из этой школы люди едут поступать в Барбадос или в Тринидад, если они хотят, например, быть lawyer, юрист или там, ну, какие-то такие вот... Или же Лондон, туда часто поступают. Где-то вот, то есть вот в наших вот этих вот кругах. А если ты хочешь поступать именно нацеленно на Америку, то часто идут в другую школу, которая вот частная как раз-таки, более дорогая, но там уже и мальчики, и девочки, там более такое... В общем, каждый может найти для себя, что хочет. Детские садики здесь есть вообще? Есть, да. С какого возраста есть. берут? По-моему, с года. И... Ну, вот у меня же маленький ребенок, и я не отдавала в садики здесь. Кстати, вот еще спасибо, что ты меня сейчас навел, ты спросил, почему Белиз, почему тебе здесь нравится. Я вот как раз не затронула этот вопрос. Мне нравится, потому что если ты можешь зарабатывать, что-то делать, да, вот как вот какие-то у тебя есть там варианты, то ты себе можешь позволить помощь, и эта помощь недорогая. Так, например, моих 2 старших детей в школу и со школы забирает водитель. Я не езжу, я не занимаюсь вот это вот встать с утра, поехать. Я вот просто завтрак приготовила, пока их увезли, и потом точно так же привезли. И это можно себе позволить. У меня для младшей совсем маленькой девочки, у меня есть няня, которая вот сейчас как раз-таки они на пляже играют, а мы с тобой можем записать это видео. И притом я не могу сказать, что я богатый человек. Вопросы остаются без ответов, а может, ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления. Нет, я не богатый человек. С каким доходом в среднем? Ну, я скажу так, давай я не буду говорить свой доход, я тебе скажу, сколько это стоит. Женщина, которая ко мне приходит и помогает мне по дому, потому что дочка там спит, например, да, и она пойдет, она что-то там помоет, цветы польет вокруг дома, посуду, где-то что-то приготовит, это все. То есть, получается, даже когда ребенок не спит, и она ее увидит с кухни, она все равно что-то делает. То есть, получается, как housekeeper/няня. Среднестатистическая цена такого человека будет примерно $25 в день. В сравнении с Америкой там где-то в час. Может быть, чуть меньше, но примерно. В день. Она приезжает ко мне в 7 утра и уезжает в 5 вечера. А водитель? Примерно так. А водитель, ну, там уже как договоришься, там разные цены. У этого водителя какая-то супер крутая машина, где он установил себе бутан-танк, то есть он убрал газ, ездит сейчас на бутане, и у него это очень-очень дешево. То есть с ним, ну, там, $10 типа в день. И он везде все поедет, все сам сделает. То есть, если честно, мне это очень сильно помогает, просто потому что я... Ну, то есть, чтобы отвезти ребенка в школу, то есть, например, вот моя старшая дочь, она должна быть в школе в 7:45 утра.
Соответственно, и это как раз rush hour, когда все едут в разные школы, на работу, везде, все, это тут такое само ощущение вот этого вот, ай, успеть, а если не успеешь, тебе дают demerit, а если у тебя 3 демерита, то у тебя снимают ну, то есть у них в школе прям там такая серьезная система, если у тебя есть 3 демерита, тебя могут снять с твоей... Я не знаю альтернативы или как это перевести вообще для русских людей, ну, то есть, условно говоря, если ты очень хорошо учишься, и ты супер прилежная, и успеваешь ходить в школу всегда вовремя, и у тебя никаких проблем нету с другими студентами, и тебя учителя любят, то ты находишься как бы топ. И это когда ты заканчиваешь школу, у тебя вот это как бы recognition, ну, признание, что ты был... Рекомендация, да, то есть она идет к твоему колледжу. То есть она находится в топе, и ей нельзя опоздать 3 раза. И получается, я каждый раз, когда вот ездила, и это вот какая-то нервная такая, вот это утро, это было... Еще кофе не успеешь выпить и уже куда-то бежать. И вот когда я была беременна на последних месяцах, и я тогда уже взяла водителя, и с тех пор вот уже 2-й год он ездит, возит. Очень удобно. А садики вообще, они дорогие, часто? Сами садики, ну вот, кстати, средняя моя дочка, мы когда переехали, ей было 3 года, по-моему, и в тот период времени я отдала ее в садик, мы, по-моему, платили 70 белийских долларов, то есть это 35 американских, в неделю, с понедельника по пятницу. Как считаешь, что ждет через 5 лет Белиз? Он развивается? Господи, надеюсь. Вот я просто читал, что там какую-то электричку собираются Мексика, Белиз делать. Да. Считаешь, Это тоже. Я думаю, да. Или просто деньги отмоют? Нет, Или составят? Хочешь, я тебе скажу, почему будет? Потому что она уже на границе с Белизом, ее уже построили до Белиза. Дальше осталось только вот, давайте через Белиз до Гватемалы. Правильно она идет, по-моему, Гватемала? Ну, хотят, да. Да. Я думаю, что будет. Если даже не сейчас и так быстро, то ее в любом случае достроят, потому что они хотят развивать туризм не только постранно, то есть вот Мексика и все, или там Белиз и все, и там Гватемала и по отдельности. Они хотят это все связать и для удобства. Я думаю, будет. Просто посмотрим, когда... Совсем недавно невозможно было доехать из Белиз-Сити до Пласенсии. Вот я доехала из своего дома до вот этого отеля вчера за 2 часа. До этого мне приходилось ехать через Бельмопан, другой город, и по какой-то такой гористой местности. Очень красиво, называется Hummingbird Highway. Красиво, но 3,5 часа. То есть вот сейчас это можно сделать за 2. Этой дороги не было. Она сейчас прекрасная, и она I'm loving it. Для меня, которая комьют постоянно на свадьбы, я возвращаюсь обратно в Пласенсию на следующие выходные. Еще раз. Буду делать макияж на свадьбе 8 девочкам, красавицам. И вот для меня это прям очень круто, я рада. Ну, я вообще такой человек, я всегда радуюсь даже мелочам. Ты такой сидишь и думаешь, блин, дороги есть и в других странах. Но когда ты уже приехал и уже осел здесь, так сказать, ты уже начинаешь радоваться и таким вещам. На родину тянет? Нет. Не тянуло никогда. Но это опять-таки я такой человек. Хотя, кстати, в последний приезд я приезжала, когда в Севастополе, в Ялту, я была беременна, я заметила большой бум вот в целом развития, какие-то вот вообще... То есть даже был какой-то такой диссонанс в том плане, что я еще помню этот парк таким, и он такой крутой, он такой развитый, совсем другой. А у меня такое ощущение, блин, все так поменялось, как будто вообще я не в этом парке. И как-то, ну, то есть, понимаешь, когда ты это не видишь, как оно там модифицируется в твоем присутствии где-то там, а просто приезжаешь, и там все совсем по-другому, уже даже какое-то, не родное. Не родное, и все. И я так как-то для себя как-то все такое, ну, то есть, как бы круто в плане там развития всего остального, но не родное. Да. Приезжайте в Белиз, Таня вас сфотографирует и сделает макияж. Я сделаю, да, и реснички наращу. И вообще остановитесь у меня, и мы поболтаем. Всем пока.